Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам о 3 моих друзьях. Я расскажу вам о том, кто они такие, как их зовут, как мы с ними познакомились, чем мы вместе занимались, чем они сейчас занимаются, а также почему я их так сильно люблю. Я буду рассказывать в алфавитном порядке, чтобы никто не подумал, что если он первый или последний, значит он самый любимый друг. Я их всех одинаково люблю. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, это мой друг Стас. Ему сейчас, я думаю, 31 год. Да, он старше меня на 1 год. У него короткие волосы и карие глаза. Как мы с ним познакомились? Дело в том, что когда мы были подростками, мы ходили в языковую школу ABC. И там были курсы английского языка. И так получилось, что Стас был со мной в одной группе. И мы начали немного общаться. Сначала то, что нас связало, это была музыка. Мы вместе слушали группу Misfits. Она была очень важна для нас. И также мы увлекались скейтом, катались на скейте. И, в принципе, музыка была очень важная часть для нас. Кроме того, мы увлекались литературой, книгами. Стас очень много читал и давал мне очень много интересных разных книг. Но также мы основали свое ток-шоу и записали даже целых 3 выпуска. Вот посмотрите. А что ты делал эти 2 часа? Я читал книжки. Как? А вас не заставляли спать? Ну нет, как бы нас укладывали всех спать, да? Но я Я не понял, что ты сказал еще? Нас всех всегда укладывали спать. Нас всегда укладывали всех спать. Укладывали. Задницу. Кроме того, мы вместе со Стасом ездили в путешествие по Испании. Это было очень классное путешествие. Мы очень много всего интересного увидели. И также, конечно, не все было гладко. Иногда мы с ним спорили или ругались, но в целом все было круто, и там мы справили его день рождения. Кроме этого, классная поездка была, когда мы вместе ездили в Австрию и катались там на сноуборде. Чем же сейчас занимается Стас? Стаса всегда интересовал бизнес, продажи, маркетинг, и поэтому, несмотря на то, что изначально он закончил юридическое образование, он начал потом изучать больше вещей, таких как маркетинг, психология, продажи, реклама. Все это было для него очень и очень интересно. И сейчас он занимается тем, что помогает другим людям делать очень классные презентации. Он также работал даже с TEDx. Кроме того, у него есть жена Лиза и есть сын. За что я люблю Стаса? Ну, во-первых, с ним очень весело. Мы очень много проводили классных моментов, вместе тусили, танцевали, гуляли. Мы также вместе с ним играли в, не знаю, как сказать это, Guitar Hero, да. Самое, думаю, важное, что для меня Стас — это как такой, я бы сказал, окно в другой мир, который иногда я не вижу в моей жизни. Он всегда рассказывает мне что-то новое, интересное, какие-то интересные идеи, какие-то интересные, не знаю, книги. Я всегда узнаю что-то новое от него, и он всегда меня вдохновляет на развитие. Спасибо тебе, Стас. Люблю тебя. Это Саша. У него короткие светлые волосы и голубые глаза. Саше 31 год. Саша мой друг с лицея. Мы с ним познакомились, когда перешли в лицей в 8 классе. Мне он показался немножко забавным и странным парнем, но мы начали общаться, и в первую очередь нас связали видеоигры. Мы много разговаривали о Elder Scrolls, Oblivion. Нам было это очень интересно. Ну и, в принципе, потихонечку увлекались музыкой и другими разными вещами. Вообще, что мы делали вместе с Сашей, я не знаю, мы все делали. Мы вместе сходили с ума, танцевали, пели, играли вместе в музыкальной группе. Он играет на бас-гитаре. Кроме того, мы вместе мутили креативный бизнес.
где мы организовывали разные квесты, разные праздники. Это было тоже очень круто. Мы вместе ездили на музыкальные фестивали, где слушали музыку, жили в палатках и отрывались по полной. Чем сейчас занимается Саша? Ну, во-первых, он учился в университете, но что-то не очень хорошо учился, и после этого он попал в армию. Он отслужил год в армии, и когда он вернулся, он начал работать, может быть, не сразу, но он был фитнес-тренер. И его всегда привлекало развитие своего тела на максимальных возможностях, ему всегда было это интересно. Но кроме того, он очень артистичный человек, он был актером в каких-то сценках, он выступал на разных корпоративах, был ведущим, и кроме того, он поет песни тоже. И также он иногда выступал в роли модели. За что я люблю Сашу? За его неудержимое веселье, за его жизнерадостность. Он всегда полон позитива, ну, почти всегда, и такой сильной энергии жизненной. Он настоящий душа компании. Когда он в доме, всем весело, интересно, он шутит, и да, мы хорошо проводим время вместе. Кроме того, мне очень нравится, что он большой романтик и поэт. Он сочиняет стихи, и даже на мой день рождения однажды он сочинил такую небольшую поэму о нашей жизни в лицее. Спасибо тебе, Саня, люблю тебя. Это Егор. У него голубые глаза и короткие волосы, такого же цвета, как у меня. Ему 31 год. И как мы познакомились с Егором? Интересно, что мы с ним познакомились в какой-то степени так же, как с Сашей, то есть в лицее, а также в какой-то степени так же, как со Стасом, то есть в языковой школе ABC. Только мы вместе изучали не английский, мы изучали вместе китайский. И Егор перешел в лицей в 9 классе, а я с Сашей, мы уже учились вместе в 8 классе там. Поэтому, когда он перешел, мы на него так смотрели, кто этот парень? Вот. Но со временем мы его полюбили, конечно. Вот. И также с Егором, когда мы изучали китайский, мы очень часто возвращались после учебы вместе домой, пешком, гуляли по городу и разговаривали о жизни. И что мы вместе делали с Егором? Тоже много разных вещей. Мы с ним вместе играли музыку. У нас была музыкальная группа с Сашей, с Егором. Мы играли вместе в лицее, в подвале. Это было очень круто. Кроме того, мы часто ходили с ним в походы, в разные, даже пытались подняться на очень высокую гору Мунку-Сардык. Это недалеко от Иркутска, недалеко от Монголии, на самом деле, на границе с Монголией. Также с Егором мы учились не только вместе в лицее, но и в университете, поэтому он разделил со мной очень много часов в универе, когда мы сидели на парах, и нам было скучно, и мы разговаривали, шутили, в общем, было весело. Ну и с Егором мы также, как и с Сашей, мутили наш креативный бизнес, бизнес праздников, бизнес ивентов, можно сказать. Мы организовывали разные ивенты. Чем же сейчас занимается Егор? Ну, Егор закончил такой же университет, как и я, то есть по бизнесу, но он получил также второе образование, а именно инженерное. И он работал в компаниях инженером, он работал продажником в компаниях, он работал в разных компаниях. Честно говоря, я не знаю, чем сейчас он занимается. Егор, чем ты сейчас занимаешься? Расскажи мне, пожалуйста. Вот. Но что мне всегда было интересно, что Егор, он авантюрист. Вот если сейчас ему скажешь: Егор, бросай все, поехали, и если у него будут деньги, то он поедет. Он очень всегда легок на подъем. За это мне он, конечно, сильно нравится. Он готов всегда сорваться в любую минуту и куда-то отправиться в какое-то приключение, и это было всегда очень круто. Также Егор очень верный друг. Он всегда готов помочь тебе в трудную минуту. Если мне было что-то тяжело, эмоционально или физически, или еще что-то, нужна была помощь, я всегда знал, что могу обратиться к Егору, и он всегда может мне помочь. Кроме того, Егор всегда, даже в самых плохих ситуациях, он умеет видеть хорошее, и у него всегда такое немножко циничное чувство юмора, но оно всегда помогает тебе в таких ситуациях, когда тяжело,
что оно тебя поддерживает. Так что спасибо тебе, Егор. Люблю тебя. Ну, это все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. И скажите мне, пожалуйста, какие у вас лучшие друзья? Чем вы вместе занимаетесь? И как вы с ними познакомились? Вы можете рассказать об этом нам в комментариях под этим видео. И если вы хотите поддержать мой канал и получить транскрипцию к этому эпизоду и к другим эпизодам, вы можете перейти на Patreon, это вот здесь. Там есть очень много всего интересного, включая еженедельный разговорный клуб. Также у нас есть месячные встречи, где мы организуем игры, фильмы, там викторины, квизы, очень-очень много всего интересного. Переходите по ссылке еще раз и регистрируйтесь. Это все, друзья, на сегодня. Спасибо, что были здесь. До скорого и пока-пока.